Привет, друзья! Сегодня в обзоре часы Casio. Модель называется HDC 700. Она выпущена в нескольких вариантах. У меня в наличии два. Окончание 1 AV и окончание 3 AV. Отличие, как вы видите, в цвете корпуса, а также в цвете цифрового дисплея. Здесь инверсный, то есть светлое на темном. Здесь классический вариант. Давайте чуть-чуть поподробнее покажу вот эту модель. Вот так выглядят эти часы. Темно-зеленый хаки ремешок резиновый, черный корпус. И вот здесь, если вы обратите внимание, есть такие тоже вставки пластиковые хаки. Ну, вот так это все выглядит. А теперь я продолжу на этой модели, потому что читаемость дисплея здесь лучше. Итак, часы в пластиковом корпусе, диаметр корпуса 46 мм, толщина корпуса 13 мм, стекло акриловое, цифроаналоговый вариант, то есть стрелки и внизу цифровая часть. Ремешок резиновый, резина достаточно толстая. Этот вариант полностью черный. Обратите внимание, стекло находится ниже корпуса, и вот этими выступами он несколько защищено. Циферблат достаточно глубоко расположен, вот так это видно. Теперь давайте о возможностях часов. В основном режиме отображаются часы и минуты стрелками, и здесь дублируется циферблат. Также мы можем переключить режим, отображается день недели, месяц и дата. То есть выбираете одно из двух. Следующий режим — это память на 30 телефонных номеров. Я не буду делать на него обзор, потому что все-таки на улице 21 век, и эта функция совершенно не актуальна. Мировое время — достаточно полезная функция. В данном случае Нью-Йорк вы можете оставить вот таким образом, и у вас одновременно будет отображаться время в вашем часовом поясе и время в часовом поясе дополнительном. 3 будильника, 2 обычных будильника. Третий будильник — это снуз, то есть тот, который каждые 5 минут после начала сигнала, если вы не проснулись, повторяет свой сигнал до 7 раз. То есть после срабатывания, если вы будильник не отключили, он повторяется каждые 5 минут и так подряд 7 раз. Также есть ежечасный сигнал, который таки обозначен надписью «Сигнал». Его можно активировать, можно убрать. В начале каждого часа звучит сдвоенный звуковой сигнал. Следующий режим — таймер. Таймер до 23 часов 59 минут. Таймер без повтора активируется вот этой кнопкой. По окончании звучит звуковой сигнал. И последний режим — это секундомер. Секундомер активируется этой кнопкой. Имеется промежуточный результат сплит. Вот мы нажали, секундомер продолжает работать. Отжали. Стоп. Сброс. Секундомер с точностью 1/100 секунды до 23 часов 59 минут 59 секунд. Давайте посмотрим на заднюю крышку. Задняя крышка из нержавеющей стали, тип модуля 5565. Водозащищенность 10 бар или 100 метров. Вызывает удивление различный шрифт в верхней и нижней строчке цифрового дисплея. Как мне это выглядит, но не очень аккуратно. Следующее — это, конечно, спорное использование записной книжки на 30 номеров, потому что время этой функции, как мне кажется, уже прошло. В часах использована батарейка, которая производитель заявляет до 10 лет. Используется литиевая батарея CR2025. Часы весят 49 грамм. Давайте посмотрим их на руке, и я покажу еще подсветку. Вот так часы выглядят на руке. Часы легкие, не ощущаются, достаточно крупные, брутальные. Давайте посмотрим, как работает подсветка. Вот так работает подсветка. Люминофор нанесен на часовые метки, а также на часовую и минутную стрелку. В режиме подсветки задействованы 2 светодиода. Ну и старая история, стрелки видно, а цифровой дисплей практически остается нечитаем. Ну и вот так выглядят часы в другом цветовом исполнении, как по мне они выглядят эффектнее, такой настоящий military style. Но при этом читаемость цифрового дисплея немножечко хуже. На этом обзор подошел к концу. Если вы не подписались на канал, подписывайтесь. Если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх. Ссылки будут в описании. Всем спасибо. Пока. До новых видео.